Прямо сейчас на нашей планете живет около 50 миллиардов динозавров. Вы видели некоторых из них сегодня утром. Возможно, съели одного на обед. И это не метафора, это официальная позиция современной палеонтологии. Но прежде чем я докажу вам это в конце, давайте вернемся на 66 миллионов лет назад, в день, когда умер Старый мир. 200 миллионов лет. Произнесите это вслух. Медленно. Это не просто цифра. Это срок, который человеческий разум не в состоянии охватить. За этим числом стоят бесчисленные поколения существ, которые рождались, охотились, растили потомство и умирали на той же самой земле, по которой сегодня ходите вы. Они слышали шум дождя, чувствовали под лапами теплую землю. И все это время планета принадлежала им, безраздельно, от полюса до полюса, на суше, в воде и в небе. Чтобы хотя бы прикоснуться к этой бездне, сравните. Наш с вами вид, человек разумный, существует около 300 тысяч лет. Вся история человечества, от первой искры в пещере до первого шага по Луне, лишь тонкая полоска на их фоне. Если сжать эпоху динозавров в один календарный год, все наше существование уместится в последние несколько часов 31 декабря. И вот что поражает по-настоящему. Этот огромный, отлаженный, идеально работавший мир закончился не за миллионы лет, не за тысячи, по геологическим часам за одну единственную ночь. Вам кажется, что вы знаете эту историю. Астероид, удар, конец. Но та версия, которую крутили нам с детства, давно устарела. Динозавров погубил вовсе не сам астероид. То, что произошло на самом деле в те несколько часов и в недели после, куда страшнее, тише и безжалостнее любого взрыва. А в самом конце я расскажу вам то, во что почти невозможно поверить. Динозавры не вымерли. Один из них, возможно, прямо сейчас смотрит на вас через окно, а другой лежит у вас в холодильнике. И я докажу это. Представьте, позднее утро, 66 миллионов лет назад. Земля, на которой однажды появится Северная Америка. Воздух теплый, влажный. Мир сейчас намного жарче нашего. Полярных шапок почти нет, и над поймой широкой реки висит легкая дымка. Где-то трещат заросли гигантских хвощей, шелестят кроны магнолий. Да, цветы здесь уже есть. Они появились незадолго до этого и стремительно завоевывают планету. А потом Земля начинает дрожать. Не от землетрясения, от шагов. Из-за зеленой стены выходит он. 9 тонн мышц, костей и зубов. 13 метров от носа до кончика хвоста. Тираннозавр. Невыдуманный монстр из кино. Абсолютно реальное животное, чьи кости лежат сегодня в музеях по всему миру. Хотите понять, насколько он был страшен? Один зуб тираннозавра от корня до кончика достигал 30 сантиметров. Это размер большого кухонного ножа, заточенного с зазубринами по краю. И таких ножей у него в пасти было около 60. В 2012 году группа палеонтологов из Манчестерского университета под руководством Карла Бейтса смоделировала его укус по компьютерной реконструкции черепа. Результат – до 35 тысяч ньютонов в задних зубах. Один из самых мощных укусов среди всех наземных хищников за всю историю жизни на Земле. Для сравнения, взрослый африканский лев около 4,5 тысяч ньютонов. Тираннозавр сжимал челюсти почти в 8 раз сильнее. И, кстати, он не ревел, как нас приучили фильмы. В 2016 году группа исследователей под руководством Джулии Кларк из Техасского университета изучила, как звучат ближайшие ныне живущие родственники динозавров – крокодилы и птицы. Оказалось, многие из них издают звуки с закрытым ртом – низкий утробный гул. Так делают аллигаторы. Так делают страусы. И тираннозавр, скорее всего, делал так же. Это звук, который вы бы не столько услышали, сколько ощутили грудной клеткой. Это его царство. Вершина пирамиды жизни, которую эволюция строила 200 миллионов лет. И он понятия не имеет, что жить этому миру осталось считанные часы. Прежде чем мы отправимся в самый последний день этой эпохи, поставьте лайк, если готовы взглянуть на гибель динозавров
совершенно новыми глазами. А если хотите дойти до конца и узнать, почему один из выживших динозавров, возможно, прямо сейчас лежит у вас в холодильнике, подписывайтесь. А теперь давайте разберемся, кем эти существа были в действительности и почему их история куда длиннее, чем нам кажется. Закройте на секунду глаза и представьте эпоху динозавров. Тираннозавр гонится за добычей. Над ним кружит птеродактиль. А рядом, у воды, мирно щиплет папоротник стегозавр со своими костяными пластинами на спине. Эту картинку вы видели сотни раз. В мультфильмах, в учебниках, на детских обоях. В каждом фильме про динозавров, от старых классических до последних блокбастеров. Всегда вместе, всега в одном кадре. А теперь я разрушу эту картину. И собрать обратно вы ее уже не сможете. Тираннозавр и стегозавр никогда не встречались. Никогда. Они не могли встретиться даже теоретически. Стегозавр жил в позднем юрском периоде, около 150 миллионов лет назад. Тираннозавр в самом конце мелового, 68-66 миллионов лет назад. Их разделяет около 80 миллионов лет пустоты. Вдумайтесь в это. Между тираннозавром и стегозавром прошло больше времени, чем между тираннозавром и нами. Пропасть во времени между двумя этими динозаврами больше, чем между тираннозавром и сегодняшним днем. Голливуд спрессовал десятки миллионов лет в одну секунду и подарил нам красивую, но насквозь выдуманную картину. Послушайте, как было на самом деле. Самые ранние известные динозавры, такие как Эораптор, найденный в Аргентине, жили около 230 миллионов лет назад, в триасовом периоде, а последние исчезли 66 миллионов лет назад. Между этими двумя датами лежат 165 миллионов лет господства одних только динозавров. А если взять всю эру целиком, мезозой, со всеми его морскими и летающими рептилиями, то речь идет о тех самых 200 миллионах лет, что вынесены в название. Если бы каждый миллион лет был одной страницей, история динозавров заняла бы 200 страниц. Вся история вида Homo sapiens меньше 1/3 одной страницы. Вся записанная история человечества – одну строку. За эти 165 миллионов лет на Земле сменялись целые миры. В Триасе динозавры были скромными статистами, тенью на фоне других рептилий, в первую очередь крупных хищных архозавров. В юрском периоде поднялись настоящие исполины, длинношеие зауроподы вроде брахиозавра и патагозавра, существа за 20 метров длиной и в десятки тонн весом, крупнейшие животные, когда-либо ходившие по суше. А затем пришел мел. Время тираннозавров, трицератопсов, закованных в броню анкилозавров. И все это время динозавры не просто жили. Они безраздельно правили в каждой весовой категории на суше. Эволюция оттачивала их 200 миллионов лет. Они пережили раскол суперконтинента Пангеи, смену климата, наступление и отступление морей. Казалось, остановить их не может уже ничто. И вот что поразительно, до конца их так и не остановили. Но об этом чуть позже. Это, пожалуй, самый неожиданный поворот всей этой истории. Вернемся в тот последний день, в мир, которому осталось жить несколько часов. И вот что вы должны понять про этот мир. Он не угасал, он не был больным. Это была планета на самом пике своего биологического богатства за всю ее 4-миллиардную историю. Земля никогда, ни до, ни после, не была населена так густо, так разнообразно и так агрессивно. Хотите увидеть, какие чудовища делили ее с тираннозавром? Я покажу. И начну с моря. В теплых мелких морях, которые в ту эпоху заливали огромное пространство суши, скользили мозазавры. И, кстати, это вовсе не динозавры, а ближайшая родня современных варанов и змей. Крупнейшие из них, такие как мозазавр Хоффмана, найденный в Нидерландах еще в XVIII веке, превышали 12 метров в длину. Представьте себе варана размером с городской автобус, и этот варан плавает. Теперь поднимите голову. В небе парили птерозавры.
Размах крыльев самых больших Кецалькоатля, чьи останки нашли в Техасе в 70-х годах, достигал 10-11 метров. Это крупнейшие летающие существа за всю историю Земли. А когда такой птерозавр складывал крылья и вставал на землю, его рост был сопоставим с жирафом. И знаете, что самое странное? Если бы вы оказались на той земле, самое опасное место для вас было бы не в джунглях с тираннозавром, а над открытой равниной. Потому что в небе летало существо размером с малый самолет, и палеонтологи до сих пор спорят, охотились ли Кецалькоатли в том числе и на мелких наземных динозавров. А внизу, в тени папоротников и первых цветов, уже шныряли маленькие невзрачные зверьки, ранние млекопитающие, большинство размером с крысу или землеройку. Они жили, вжавшись в тень гигантов, выходили по ночам, прятались при каждом шорохе. Больше 150 миллионов лет они оставались на вторых ролях, и никто не поставил бы на них ни гроша. И все же именно их время вот-вот придет. Идеально отлаженная машина жизни. Море кишит. Небо забито. Суша гремит шагами. Это та самая Земля на самом пике. И вот тут начинается самое интересное. Потому что в эту самую минуту, где-то в холодной пустоте космоса, к Земле уже несется объект. И ни одно живое существо на планете, ни 9-тонный тираннозавр, ни гигант с 11-метровыми крыльями, ни мозазавр в теплых морях не догадывается о том, что приближается. До конца этого мира меньше суток. И мы знаем, что это случилось не из легенд и не из догадок. Мы читаем это в камне. В 1980 году физик Луис Альварес, лауреат Нобелевской премии, вместе со своим сыном, геологом Уолтером Альваресом, опубликовал в журнале Science статью, которая перевернула представление о вымирании. Они изучали тонкий слой глины в скалах под итальянским городом Губбио. Возраст слоя ровно 66 миллионов лет, точно на границе мелового и палеогенового периодов. И в этом слое было аномально много иридия, элемента, который на поверхности Земли почти не встречается. Зато в избытке присутствует в астероидах и кометах. Содержание иридия в этом слое оказалось в десятки раз выше нормы. Альваресы выдвинули гипотезу: причина – удар крупного астероида. Тогда над ними смеялись. Сегодня этот слой нашли уже больше, чем в 100 точках по всему миру. От скал Италии до берегов Новой Зеландии, от Дании до Северной Дакоты. Будто всю планету в один миг присыпало космической пылью. Остановитесь на секунду. Подумайте, что это значит. Прямо сейчас, если вы выйдете на улицу и копнете достаточно глубоко в правильном месте, вы упретесь в эту тонкую темную полосу в земле. И эта полоса буквально пыль той самой ночи, когда исчез старый мир. Это не история из книжки, это физический объект, и он повсюду под вами. А потом нашли и место удара. В 1991 году канадский геолог Алан Хильдебранд опубликовал работу, в которой показал: на полуострове Юкатан в Мексике, наполовину уйдя под воду и спрятавшись под толщей породы, лежит огромный кратер. Чикшулуп, около 180 километров в поперечнике. Его обнаружили еще в 70-х при поисках нефти, но только Хильдебранд связал его с вымиранием. И его возраст совпадает с тем самым слоем иридия с точностью, от которой захватывает дух. Теперь реконструкция того дня. И здесь я буду честен. Сама последовательность событий опирается на научное моделирование и геологию, но переживания конкретных животных – это уже обоснованное воссоздание, а не запись очевидца. Объект диаметром примерно от 10 до 15 километров. Целая гора входит в атмосферу со скоростью около 20 километров в секунду. В десятки раз быстрее пули. Для динозавров за сотни километров от эпицентра последним, что они увидят, станет вторая вспышка в небе. Ярче Солнца. В момент удара высвобождается энергия, которую современные расчеты оценивают примерно в 100 миллионов мегатонн в тротиловом эквиваленте. Чтобы вы поняли, если собрать все ядерные бомбы, которые сегодня существуют на планете, у всех стран, во всех арсеналах,
и взорвать их одновременно, это будет примерно в 100 тысяч раз слабее, чем удар в Чикшулубе. В точке падения мгновенно испаряется все. Развергается кратер глубиной в десятки километров. В небо взлетают триллионы тонн раскаленной породы. И вот деталь, которую почти никто не знает про этот день. Динозавров погубил не сам удар. Удар был лишь спусковым крючком. В 2004 году группа исследователей под руководством Дугласа Робертсона опубликовала работу с любопытной моделью. Раскаленные обломки, выброшенные взрывом за пределы атмосферы, начинают сыпаться обратно, по всей планете сразу. И, входя в атмосферу, они раскаляют ее до бела. По этой модели на какое-то время, возможно, на часы, все небо Земли превратилось в гигантскую печь. Температура на поверхности могла подняться до уровня бытовой духовки. И инфракрасный жар обжигал все живое, что не успело укрыться под землей или нырнуть под воду. Следом приходят волны. Цунами в десятки метров высотой, а у самого побережья, возможно, и в сотни. В 2019 году команда палеонтолога Роберта Ди Пальмы описала находку в Северной Дакоте, место под названием Танис. Это окаменелый след катастрофы. Рыбы, погибшие за считанные минуты, с микрочастицами из кратера Чикшулуб в жабрах. Между ударом и этой точкой, в 3000 километров от Юкатана, прошел по оценкам час, может быть, чуть больше. А потом наступает то, что и поставило финальную точку. В небо поднялись сажа от пожаров, охвативших целые континенты. Пыль и сера. Породы в месте удара, мощный слой ангидритов, сульфатов кальция, оказались исключительно богаты серой. Эта завеса закрыла Солнце на месяцы, а может быть и годы. Планету окутали тьма и холод. То, что ученые называют ударной зимой. Парадокс в том, что динозавров погубил не огонь и даже не цунами. Большинство из них исчезло от голода и холода спустя недели и месяцы после удара. Без солнечного света остановился фотосинтез. Погибли растения. За ними травоядные, которым стало нечего есть. А следом ушли и хищники. Вот она, настоящая правда той одной ночи. Сам удар длился секунды, но он запустил цепную реакцию, которая обрушила всю пирамиду жизни сверху донизу. Когда тьма наконец рассеялась, мир было не узнать. Представьте на секунду эту тишину. Не шумят леса, потому что лесов больше нет. Не дрожит земля под шагами гигантов, потому что больше нет тех, кто мог бы ее тряхнуть. Не парят в небе крылатые силуэты, небо пустое, серое, безжизненное. Только ветер шевелит пепел. Целый мир выключен. А теперь цифры. По оценкам палеонтологов Дэвида Раупа и Джека Сипкоски, которые еще в 80-х годах систематизировали базу всех известных ископаемых видов, исчезло около 75% всех видов на планете. Это событие ученые называют мелполиогеновым вымиранием. Не стало всех нептичьих динозавров. Опустели моря, где правили мозазавры и плезиозавры. Опустело небо, которое держали птерозавры. Исчезли аммониты, головоногие со спиральными раковинами. Одна из самых успешных форм жизни за всю историю океанов, они существовали более 300 миллионов лет. 200-миллионнолетняя империя пала, и вот вопрос, на который наука до сих пор не имеет окончательного ответа. Почему одни, целые семейства, целые ветви эволюции исчезли подчистую, а другие, буквально соседи, спокойно прошли через этот ад? В чем была разница? Ведь катастрофу пережили крокодилы, пережили черепахи, пережили рыбы, насекомые, многие птицы и те самые млекопитающие. Почему именно они? Единого ответа нет, и здесь наука честно продолжает спорить. Но закономерность все же видна. Больше шансов было у тех, кто был невелик и мог спрятаться – в норе, в воде, в речном иле. У тех, кто не зависел напрямую от живых растений, а способен был перебиться падалью, семенами, остатками. Всем, что осталось в мертвом, остывшем мире.
Огромному теплолюбивому динозавру, которому каждый день нужны тонны свежего корма, в этом аду не было места. А маленькому всеядному зверьку в подземной норе было. И вот он, обещанный поворот. Самый невероятный во всей этой истории. Помните тех неприметных зверьков размером с крысу, что миллионы лет жались в тени динозавров? Они выжили. И когда исчезли гиганты, перед ними распахнулась опустевшая планета. Впервые за всю свою историю млекопитающие получили свободу. Из этих крошечных уцелевших со временем произошли киты и слоны, лошади и приматы. И мы. Да, именно мы. Мы существуем сейчас во многом потому, что 66 миллионов лет назад с неба упала гора и убрала с дороги тех, кто стоял на пути наших далеких предков. Но и это еще не конец истории. И сейчас я докажу вам то, во что почти невозможно поверить. Динозавры не вымерли. Точнее, вымерли не все. Одна небольшая ветвь пернатых динозавров прошла сквозь огонь и тьму той ночи. И их потомки живут сегодня повсюду вокруг вас. Это птицы. И я понимаю, как это звучит. Голубь — это динозавр. Красиво, но похоже на натяжку. Поэтому давайте без обещаний. Просто посмотрите сами. Возьмите куриную ногу, самую обычную из магазина. Чешуйчатая кожа, 3 пальца вперед, 1 назад, когти. Уберите перья, и перед вами уменьшенная копия ноги велоцираптора. 1 в 1. Та же конструкция, тот же скелет, та же осанка. Когда вы в последний раз держали в руке куриную ногу, вы держали уменьшенную ногу хищного динозавра. Не похожую, не напоминающую, ту же самую, только в 10 раз меньше. Теперь косточка желания. Та самая вилочка в курином мясе, на которой загадывают желание. Долгое время ее считали уникальной чертой птиц. А потом точно такую же нашли у тираннозавра, у велоцираптора, у целой группы хищных динозавров теропод. Это одна и та же кость, просто одна в музее, а другая у вас в тарелке. Идем дальше. В 2007 году палеонтолог Мэри Швайцер из Университета штата Северная Каролина сделала то, что считалось невозможным. Из кости тираннозавра возрастом 68 миллионов лет экземпляр под номером МОР 1125, найденный в формации Хелл-Крик в Монтане, ее команда извлекла фрагменты белка коллагена. Работа вышла в журнале Science. Сравнили этот белок с современными животными, искали ближайшего родственника. И знаете, кем он оказался? Не ящерицей, не крокодилом, курицей. А еще окаменелости овирапторов, погибших прямо на гнезде. Знаменитые находки сделаны в пустыне Гоби в Монголии. Динозавр по имени Цитипати, замерший в позе высиживания. Крылья сложены вокруг кладки. Точно та же поза, в которой сегодня сидит на яйцах курица. И это не единичные совпадения. С 90-х годов в китайской провинции Лианин в формации Исянь нашли десятки видов пернатых динозавров. Первым был Синозавроптерикс, описанный в 1996 году. Четкие отпечатки перьев на хищном динозавре, который никогда не летал. Потом был микрораптор с перьями на всех 4 конечностях. Анхиорнис с сохранившейся окраской оперения. Полые кости, воздушные мешки в скелете, перья, высиживание кладки. Все это не у птиц, у динозавров. И здесь современная биология ставит точку. Птицы не просто потомки динозавров. Птицы — это и есть динозавры. Уцелевшая ветвь теропод той самой группы, к которой принадлежал и сам тираннозавр. Так же, как мы с вами, не потомки млекопитающих, а сами млекопитающие. Воробей на подоконнике, голубь на площади, курица на витрине магазина. Это не наследники империи, это ее последние живые граждане.